Стоит признать, что у Strikers получается очень неплохо рекламировать свою игру и закатывать небольшое шоу, поскольку прошедшая демонстрация первых кадров игрового процесса UFL вызвали нехилый такой ажиотаж, как среди нашей аудитории, так и среди аудитории зарубежных игроков и зарубежных контент-мейкеров. И вне зависимости от того, какие эмоции у нас вызвали эти самые кадры игрового процесса, шоу получилось на славу. Ну а я, в свою очередь, рад вас всех приветствовать на канале Realistic Yes. И в сегодняшнем ролике давайте быстренько пройдемся по тому, что нам довелось увидеть в ходе 18-минутного демонстрационного ролика от команды Strikers, посвященным первым кадрам игрового процесса UFL. Устраивайтесь поудобнее, не забудьте поддержать этот ролик своими пальцами вверх, ну а в комментариях делитесь своим мнением по увиденному. Насколько вы разочарованы или наоборот впечатлены увиденным. Ну а мы начинаем. Рассказывая о вчерашнем ивенте, стоит отметить, что прежде всего мы получили по итогу не какое-то онлайн-мероприятие, по ходу которого разработчики в режиме реального времени нам что-то показывали. Они по итогу выкатили 18-минутный ролик, и в ходе этого 18-минутного ролика они рассказали и показали все, что хотели. Ну и собственно, что же нам рассказал генеральный продюсер компании Strikers. Презентация игрового процесса началась с очередной серии дневников разработчиков, в котором они рассказали про кат-сцены. Что-то про геймплей мы здесь особо не узнали, однако стоит отметить, что в игре, скорее всего, ожидаются полноценные кат-сцены при праздновании голов, перед подачей угловых, перед исполнением штрафных и так далее. Также нам тут вкратце показывают, как происходит захват мимики лица, что ясно дает понять, что при тех или иных ситуациях футболисты будут соответствующе реагировать на какой-нибудь промах или же наоборот забитый мяч. После демонстрации дневников разработчиков, генеральный продюсер растянул большую речь о том, что же представляет из себя их продукт. Если вкратце, то он рассказал о всех партнерских командах, которые они успели объявить за это время, рассказал про принципы их игры, а в частности, что они стараются избежать всякого гандикапа и прочей нечестной игры. Именно поэтому в слогане их проекта присутствует такое словосочетание, как Fair to Play, то есть честная игра. Ну и также вспомнил всех партнерских игроков, которые были известны на данный момент, а в частности английскую великолепную четверку. И представили еще одного футболиста. Если вы смотрели мои предыдущие новостные ролики по UFL, то вы уже, скорее всего, догадались, кто же стал этим самым пятым партнером. Пятым партнером новоиспеченного симулятора стал португальский игрок Криштиану Роналду, который еще не так давно был партнером 21 части PES и, соответственно, Konami. И на самом деле приглашение Роналду в качестве одного из амбассадоров — это достаточно интересное решение, и как минимум оно привлекает к себе лишнее внимание, потому что фан-база у Криштиану достаточно обширная, ну и своим присутствием он может прибавить пару-тройку новых игроков в игре. Однако на его объявлении и его присутствии вообще в этом проекте все самое интересное и хорошее, как по мне, заканчивается, поскольку после этого начинается этакая демонстрация игрового процесса в лучших традициях FIFA, когда нам показывают этакую динамичную смену кадров и иногда вклинивают небольшие кадры с геймплеем. По кадру мы разбирали этот трейлер в прямом эфире. Подсказка на запись этого стрима выскочила в правом верхнем углу. Поэтому вкратце поделюсь своим мнением по увиденному. И что же касается кадров игрового процесса, то здесь все было достаточно предсказуемо. Анимации по большей части деревянные, а графика уж больно мультяшная. Наблюдая за этим небольшим трейлером, все прям таки кричало о том, что разработчики стараются подражать FIFA и их динамичным трейлерам, в которых они особо что-то конкретно не демонстрируют, скорее просто пытаются привлечь лишних игроков какой-то приятной картинкой, динамичным монтажом и тому подобным. И как неоднократно подмечалось зрителями и Ромой с канала PSFlix по ходу прямого эфира, эта игра прям очень сильно напоминает FIFA Online 4. Начиная от своей бесплатной модели распространения, ну и заканчивая такой себе графикой и, возможно, деревянным геймплеем. Помимо кадров игрового процесса, нам также продемонстрировали минималистичное меню игры, то есть это не какое-то промежуточное меню, это более чем главное меню игры, поскольку у нас здесь присутствуют такие вкладки, как Play Match, то есть сыграть обычный матч, Club Management, скорее всего наподобие какого-то MyClub, трансферный маркет, ивенты, настройки и новости, то есть это более чем главное меню UFL. Выглядит минималистично и достаточно симпатично. Хотя присутствие на экране троих футболистов отчетливо напоминает о каком-нибудь PUBG или том же Fortnite. Хоть убейте, но лично я прям таки вижу какую-то аналогию. Помимо главного меню, нам также продемонстрировали небольшое меню состава из онлайн-режима, на котором также и показали карточки. Что интересно, рейтинги у игроков отсутствуют. И если взглянуть на характеристики пьяничан, которые присутствуют чуть правее, то ни пас, ни шутинг, ни дриблинг,
у него не проставлены. Скорее всего, точно так же, как и у других игроков. И поэтому вместо полноценных рейтингов у них стоят обычные иксы. Также нам показали, что у игроков будет возможность кастомизировать свою онлайн-команду, ну все так же, как и в Ultimate Team. Форма на любой вкус, стадионы и так далее. К сожалению, скорее всего, фантазировать особо не придется, и у игроков будут заранее заготовленные шаблоны. Также из интересного в трейлере засветился стадион Сан-Сиро. И примечательно здесь то, что до этого самого трейлера не было ни одной ни новости, ни слухов о том, что этот стадион может появиться в игре. Однако появился он не просто так, поскольку также лицензирован и Милан. Его еще не объявили, но его болельщики с соответствующими плакатами засветились на одном из кадров. После чего мы можем с уверенностью подтвердить, что скорее всего Милан будет одной из партнерских команд UFL, несмотря на соглашение с Electronic Arts. Как бы то ни было, это первый взгляд на игровой процесс UFL, и по первым впечатлениям выглядит все достаточно корявенько. Однако стоит не забывать о том, что это первый подобный опыт разработчиков в этом направлении, это, так сказать, их первый заход, и как такового опыта у них в этом направлении нет, а поэтому можно и сделать небольшую скидку на все происходящее. Однако, даже несмотря на это не отменяет того факта, что на данный момент все выглядит достаточно, плоховато, как по мне. То есть без какого-либо негатива или предвзятого мнения, я хоть и не разочарован увиденным, но наблюдать за этим для меня проблематично. Поэтому я искренне надеюсь, что со временем геймплей станет лучше, а графика чуть менее мультяшной. Я уж не говорю про реалистичную, просто пускай сделают лица более похожими, и менее картонными и пластилиновыми, повторюсь таки опять. Как я говорил в своем ролике про ожидания и как мы это неоднократно повторяли по ходу стрима, реалистичный геймплей и реалистичная графика скорее всего останется прерогативой PES, а поэтому эту игру стоит расценивать как прямого конкурента FIFA по аркадному геймплею и подобной графике. Поскольку, как нетрудно догадаться, Tracker стараются подражать Electronic Arts и их FIFA буквально-таки во всем, начиная от демонстрационного трейлера и заканчивая меню своей игры. Увиденное, мягко говоря, не впечатлило, но так или иначе продолжаем поддерживать белорусских разработчиков и надеемся, что у них все получится. Ну а если вы согласны с моим мнением, или по крайней мере также поддерживаете разработчиков, то обязательно поддержите этот ролик лайком, и поделитесь своим мнением в комментариях под этим роликом. У меня же на этом все, и я всех благодарю за просмотр этого ролика. Услышимся в следующих видео на канале Realistic PS. Всем пока, дорогие друзья!